Всем привет! Сегодня я буду делать тушенку по ГОСТу Советского Союза, как так сказать. ГОСТы сейчас с Советским Союзом очень сильно разнятся. Если в советское время мясо должно было быть 87%, 10,5% жира, ну там остальные ингредиенты, то сейчас 65% мяса и остальное там неизвестно что. По факту же получается вообще не пойми что. Тушенка от 5 до 200 рублей, от 50 до 200 рублей, а даже тушенка за 200 рублей не гарантирует ее качество. Возможно, получится такое, что в ней будет одна вода и кусочек мяса. Итак, для этого нам понадобится лук. По ГОСТу нужно 1,33%, на наше количество 4 килограмма, это получается 55 грамм. Соль 1,14%, общий вес у нас 166 грамм, 120 грамм у нас емкость, 46 грамм соли. Мясо 2,5 килограмма говядины, 1,5 килограмма свинины, на это количество 400 грамм жира, я его уже мелко порезал. Перец черный, лист лавровый. Режем мясо вот на такие кубики. По ГОСТу должны быть не менее 30 грамм. Так, забыл сказать о нормах про специи. Перец черный 0,01%, лист лавровый 0,02%. Будем класть по вкусу, так как весов ювелирных у меня нет. Засыпаем все наши ингредиенты: лук, жир, насыпем перца, 1-1,5 чайные ложечки. Вот такая вот получилась у нас консистенция. Теперь раскладываем по баночкам, закатываем. Крышки зальем кипятком. Для того, чтобы резинки смягчились, лучше закаталось. Банки стерилизовать не будем, потому что они у нас пройдут стерилизацию в автоклаве. Так, ложим на дно лавровый лист, половинку, много ложить не буду, либо маленький. Все, и закладываем мясо. Так, мясо хорошенько трамбуем. Никакой жидкости, ничего не добавляем. Так, ну все, мясо у нас не поместилось. В автоклаве у нас место в ряд становится 7 баночек. Пол-литровые я сделал вот 7 банок чисто тушенки. А остальное мясо я понемногу раскладываю в 700-ки. Вот так вот. И засыплю заранее замоченной гречкой. Сделаем гречневую кашу с мясом. Так, докладываем тоже понемножку лавровый лист сюда. И сюда дорежем немного лука.
Прям вот так его. И немножко надо будет сюда досыпать соли по пол чайной ложечки. Потому что соли получится сюда маловато. Так, досыпаем прям сверху по пол чайной ложечки соли. И заливаем все это водой. До самого верху, чтобы покрыла гречку. Вот так. Соль как раз сейчас вся размоется. Ставить мы будем автоклав на улице, на вот такой вот печке самодельной, потому что в ней очень быстро нагреется. Как-то раз делал на домашней плите, было очень долго, он около 3 или 3,5 часов только разогревался до нужной температуры. Вот такой вот у нас автоклав белорусский. На дне уже сделаны решетки, но все равно для того, чтобы ничего обезопасить себя лишний раз, положим на дно тряпочку. Закладываем наши банки. Так, вначале выложу 700-ки. Сверху выкладываем пол-литровый. Теперь сверху нужно их чем-нибудь пригрузить. Сейчас я принесу специальные, какие-нибудь кусочки плиток и залить его водой. Все, теперь заливаем все это водой так, чтобы банки были покрыты водой. Плотно закручиваем. Закачиваем вначале двойку. Ждем хотя бы полчаса, смотрим, либо можем намылить, проверить, чтобы нигде ничего не травило. Затем спускаем до единицы и зажигаем. Все, теперь можно зажигать практически на полную мощность, на что позволяет плитка. Теперь ждем, пока не поднимется стрелка до 0,4. При этом температура в автоклаве будет 120-122 градуса. Первое время я боялся, сделал специальный золотник, вставлял сюда термометр и сверял. Да, при 4 где-то показывает около 120-122 градусов. И после того, как эта температура достигнет, дойдет до 0,4, делаем тише и так держим около 1,5 часа. Ну, все по-разному, час, 1,5, 2. Я держу 1,5 часа. И все, потом ничего не делая, даем остыть автоклаву, выключаем газ, и все, он пускай стоит, остывает. Не трогая ничего, не спуская воздух, ничего. Так он простоит до утра. Так, ну что, вот прошли сутки. С утра я баночки уже остывшие все достал, вот они стоят. Получилась вот такая вот тушеночка. Сейчас мы одну откроем, посмотрим. Правда, банки немножко, ну они всегда так почему-то получились такие вздутые вовнутрь, впуклые какие-то. С гречкой такого не получилось. Так, сейчас откроем, попробуем. Ну, стоят они долго, я уже сколько раз делал, стоят без проблем. Ну, запах как у магазинной тушенки, один в один. Вот такая вот получилась тушенка. Кусочки целые, но если как бы придавить, легко рассыпаются. Очень вкусно. Вот такая вот получилась тушенка. Если рецепт понравился, ставим лайки, не забываем. До следующих встреч. Пока.